Я учился в Архангельске в Северном государственном медицинском университете на факультете педиатрии. Я хотел стать анестезиологом-реаниматологом, потому что там не нужно общаться с людьми, там очень много химии, физики, естественных наук. Я был на несметном количестве операций, а сам ассистировал, по-моему, на 2. Оперировали ребенка с травмой. Он упал со 2-й полки в поезде, и такой, что-то голова болит. Вот приезжают, делают рентген, у него такая дырка, в смысле перелом такой, прям дырка. Вот, я был там. Когда ты учишься врача, у тебя каждый год практика. Мы, пошли на вскрытие, и там вскрыли чувака. Первое, что я офигел, это эти бляшки и отложения. И там, женщина берет, отрезает артерию, а там прям такая торчит, такая прям штука. И, нет, я не буду, наверное, рассказывать. Мои несколько хобби были. Первые, это я работал звукорежиссером там на концертах, и не только, в актовом зале в университете. В актовом зале у нас обычно там были конференции, и там особо делать ничего не надо было. В смысле, просто следить за тем, что все работает. Я иногда даже там спал. Еще там были мероприятия сомнительные, типа Мэри Кей на целый день в субботу в университете. Это очень было странно. Там я узнал, что такое сетевой маркетинг и бриллиантовые шмели. Бриллиантовый шмель! И такая хренотень, тебе дают, и ты такой, вау. Общество без цветовой дифференциации штанов лишено смысла. Кульминация этого всего было как раз военное положение, которое мы объявили после того, как упали на начало федеральной кампании. Мы сильно упали, и 1,5 недели мы пытались починить. Наверное, самый большой проект, который помог этому военному положению, это новая выкатка DDIS, которая все вообще поменяла всю нашу разработку, по сути. Я себе не могу даже представить, как бы мы выкладывались, если бы мы этого не сделали. Результат такой, что мы можем выкладываться много раз в день. 8-10. Скорее, ты знаешь, вдохновение, оно сначала, потом ты начинаешь делать, а потом, после этого ты уже получаешь удовлетворение через 9 месяцев. Ребят, у нас пополнение. Ольга Межова, это новый тестировщик. Давайте похлопаем. Повторюсь, меня зовут Михайлов Дмитрий. Я отвечаю за проектирование пиццерии. Сегодня я расскажу о нашей системе проектирования, о том, как мы ее изменяем. Хочу начать презентацию с этого графика. Это наша пропускная способность за последние 10 месяцев. Серый столбец показывает, сколько поступило заявок в месяц, оранжевый, сколько было выполнено. Помимо типовых проектов у нас еще есть корректировки. Это такие проекты, которые приходят к нам на этапе строительства, то есть надо что-то изменить, и по ним сроки еще более жесткие. Какая же ситуация была у нас в 2018 году? До мая количество проектов держалось порядка 15 проектов, после увеличилось это более чем в 2 раза. И в сентябре оно вновь пришло примерно в тот же диапазон. Нам удалось увеличить производительность в это время, но мы все равно не справились с задачей, мы сорвали все сроки и измотали команду. Мы получаем сложную систему, очень сложно предугадать, когда обрушится на нас новый поток заявок, и у нас есть 2 выхода. Первое, либо мы увеличиваем штат дизайнеров, чтобы они могли выдержать энное количество проектов. Но тут есть минус в том, что если рассматривать их эффективность на протяжении всего года, они будут загружены менее чем наполовину. Либо мы можем создать гибкую команду, то есть мы можем давать сверхрезультат и при этом быть эффективным на низких оборотах. То есть нам нужно доставать где-то ресурсы для тушения пожаров. В качестве этих пожарников в ближайшей перспективе мы видим фрилансеров. Как это будет у нас работать? Силы распределены так, чтобы штатные сотрудники были загружены типовым проектированием не более 50%. Все остальное время они тратят на развитие, улучшение дизайна решений и менеджмент проектов. Все остальное текучку забирают аутсорсеры.
В случае возникновения пожара у нас мы подключаем все силы фрилансеров и после, если это необходимо, штатных сотрудников. Так мы предотвращаем эти пожары и все работают в комфортном режиме. Теперь давайте рассмотрим на примере единичного проекта. В прошлых презентациях Иван Киричук рассказывал, что мы подключаем фрилансеров, но на небольшую часть проекта. При новом подходе мы должны, фрилансеры должны быть на уровне текущих сотрудников, то есть они должны выполнять полный проект от эскиза до комплекта чертежей. И у нас есть необходимость в глубоком их погружении и обучении. Но сперва у нас есть необходимость описать наш опыт, формализовать опыт, потому что он не был описан. Весь опыт передавался более опытным сотрудникам, молодым, в процессе работы. Мы начали создавать внутреннюю базу знаний, основу которой будет следующий документ. Это брендбук для создания интерьеров наших пиццерий и оформления фасадов. Это принципы проектирования и правила технологии кухни и стандарты оформления чертежей. Из этого списка мы почти закрыли стандарты оформления чертежей и выпустили первую версию. Теперь он проходит этап тестирования. Хочу выделить ребят, которые ответственны за это направление. Это нам поможет не только ускорить обучение, повысить качество работы фрилансеров, но и нам самим улучшать процессы проектирования. На примере написания инструкции для кухни мы выявили много инсайтов, которые нам позволили упростить разработку проектов. Итак, сейчас на данном этапе у нас имеется 2 фрилансера, которые проходят стажировку в 2 офисах, в Сыктывкаре и в Минске. В следующем году нам нужно найти 11 людей и их обучить, чтобы поддержать рост сети и не допустить ситуации 2018 года. К 2021 году нам необходимо увеличить штат до 80 сотрудников. Подытожить свое выступление я хочу озвучить преимуществом нового подхода. Первое. Мы получаем стабильную, надежную систему с эффективным использованием наших ресурсов. Второе. Мы получаем высококвалифицированную команду. То есть сейчас мы будем набирать в штат сотрудников из фриланса, то есть мы их будем проверять на живых проектах, и, мы можем получить профессиональные кадры лучше. И третье, мы улучшаем продукт, мы начинаем инвестировать больше времени именно в качество продукта. Спасибо за внимание. Передаю слово Москву.